Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать в прямом эфире вот таких ангелочков. Посмотрите на них, какие они миленькие. Вяжу сейчас такие игрушечки и решила выйти в прямой эфир. Вместе с вами будем вязать. Вместе вязать веселее. Вязать их быстро, просто. Можно с глазками сделать, с бусинками, или просто вышить. Вот такие мне даже больше нравятся, чем с бусинками. Давайте приступим. Что нам понадобится для этого? Ну, конечно же, пряжа. Так, я тут приготовила в корзиночке. Сколько цветов нам на лицо? 1 цвет, на платье 2, волосы 3 и крылышки 4 цвета понадобится пряжа 4 цветов. Вот телесные я буду вязать лицо беленьким крыльям, красные или зеленые. Все это остаточки. Чем хорош этот проект, что мы будем использовать остатки пряжи. И для волос возьму темно-бежевые нитки. Примерно одной толщины стараемся подобрать. Так, крючок я буду использовать 2 миллиметра. Давайте сразу померим, какой рост таких ангелочков у меня получается. 8 сантиметров. Также нам понадобится капельку, совсем немножко холофайбера, чтобы набить. Они не совсем плоские, такие мягенькие внутри. Набила холофайбером, ну, серебряные или золотистые ниточки. Кому какие больше нравятся. Вышиваем снежинки на платье. И подвес также делаем такими блестящими металлизированными ниточками. Ну, иголки, конечно же, для пришивания, сшивания деталей. Так, черные ниточки, чтобы вышить глазки. Ну и вроде бы все. Больше ничего такого сверх особенного нам не понадобится. Все материалы всегда под рукой. Можно и вату также набить. Всех приветствую, кто присоединяется. Так, начинаем вязать с затылочной части. Все делается очень просто, быстро. Сейчас сами убедитесь в этом. Вяжем 1 кружок, 2 кружок, вышиваем глазки, соединяем 2 круга между собой. Каждый круг состоит из 5 рядов. Вот такие волосики, кудряшки, кучеряшки. Также вяжутся одной деталью и пришиваются вот к макушечке. Потом вяжем платье из 2 деталей. Тоже, ну сейчас все, начнем вместе с вами свяжем. Если есть нитки под руками, под рукой можете также присоединяться. Так, давайте вначале свяжем затылочек. Вот беру темно-бежевую пряжу. Сделали скользящую петлю. 1 воздушная петля подъема. И в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Добрый день, Оксана. 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Так, наверное, я его там... Вот, все, затянули. Маркер не приготовила, но идти в другую комнату я не пойду. Буду вязать, значит, на глазок без маркера. Каждый ряд соединяем соединительной петлей. Вяжем не по кругу, а соединяем, чтобы у нас были ровненькие кружочки. Так, добрый день. Соединили. Вот, первый ряд у нас готов. 6 столбиков без накида. Вяжем 2 ряд. 1 воздушная петля подъема. И вот, начиная со следующего столбика, я всегда немножечко сдвигаю. Вяжем по 2 столбика без накида. Делаем прибавочки в каждый столбик. И у нас получится 12 столбиков. 1 сюда же, 2. Да, плохо, что маркера нет. Вот скрепочка у меня под рукой. Сейчас я скрепку просто повешу.
Не пойду в другую комнату сейчас за маркером. Так, первый столбик обозначим, чтобы не промахнуться. Так, следующий столбик прибавочка, 2 столбика. 5, 6. Семь, 8. Расскажите мне, вы вяжете какие-то игрушечки к Новому году или еще не приступали? 9, 10. 11, 12. Все, провязали 12 столбиков. Добрый день всем, кто присоединился только что. Мы вяжем ангелочка вот таких. Так, этот без крылышек, пока вот с крылышками. Вот так их положу, чтобы было видно. Так, 12 столбиков провязали. Второй ряд у нас готов. И в отмеченный столбик соединяем соединительной петлей. Вяжем третий ряд. Здесь мы делаем прибавки через один столбик. В следующий столбик вяжем один столбик. Так, петлю подъем я, конечно же, не сделала, заговорилась. Вот петля подъема. Конечно, уже пора начинать, Оксана, уже время не дремя. Так, первый столбик отмечаем. Эти недельки пролетят денечки незаметно, и потом... Так, первый провязали, в следующий 2. Прибавочка. В следующий столбик 1. Далее прибавочка, 2 столбика. 1 столбик. Далее прибавочка. Это классический круг мы вяжем. Здесь все по обыкновенной схеме. Добрый день. Здравствуйте. Так, здесь прибавочка. Один прибавочка. И последний раз. 1. И последняя прибавка. Третий ряд готов, и получается 18 плюс 6 прибавок, 24 столбика. Так, соединяем в отмеченный столбик. 1 воздушная петля подъема, и в следующий столбик провязываем первый столбик, вяжем 4-й ряд, также делаем 6 прибавок, но уже будем выполнять их через 2 столбика. Во второй столбик, столбик без накида, а в третий столбик провязываем прибавочку. Расскажите, вы снежинки вяжете уже или откладываете это на потом? Сколько снежинок связали? Так, следующие 2 столбика по одному. Далее прибавочка, 2 столбика. По одному в следующие 2 столбика. Прибавочка. Советую всегда отмечать первый столбик маркером, чтобы не промахнуться. Можно или заговориться, или отвлечься и провязать лишнее, или наоборот не довязать, и кружок уже получится не такой ровный. Так, по одному 2 раза. Далее прибавочка. И последний раз по одному 2 раза. Так, и последняя прибавочка. 4-й ряд у нас готов. Так, было 24 плюс 6. 30 столбиков в 4-м ряду. Все, соединили. 1 воздушная петля подъема. Все время забываю ее сделать. Следующий столбик, столбик без накида. Отмечаем. Вяжем 5-й ряд, последний ряд.
Также делаем 6 прибавок, но уже через 3 столбика. В следующие 2 столбика по одному. 1, 2, 3 сделали. В четвертый прибавочка. 2 столбика. Далее в 3 столбика по одному. Так, моток большой, неудобно его разматывать. Прибавочка. По одному 3 раза. Далее идет прибавка. Я вообще вяжу всегда медленно, я такая капуша. Кто-то побыстрее вяжет. И вот когда вы смотрите мои видео, и мы по скорости не совпадаем, как вы знаете, есть такая опция у YouTube, можно скорость изменить, сделать или помедленнее, или побыстрее. Так, 1, 2, 3. Прибавка. Так, и последний раппорт. 1, 2, 3. Прибавка. Итого получается 36 столбиков. Все соединяем. Делаем закрепочку и отрезаем нитку. Все, затылок у нас готов. Вот такой кружочек. Диаметр его у меня получается, ну, 3,5 сантиметра. Сейчас нужно провязать такой же кружок, но для него я уже возьму ниточку телесного цвета. Из этих ниток я в прошлом году вязала юбку для елки. Если вы смотрели это видео, то помните, что в таких цветах у меня вот юбочка под елку. Можете также найти в видео и связать юбочку. Так, какой-то узелок тут завязался. Так, вяжем второй такой же кружок, но он уже другого цвета. Также делаем скользящую петлю. Вы сейчас, наверное, смотрите и тоже что-то вяжете. Пишите в комментариях, чем вы сейчас занимаетесь и какие изделия вяжете. Может быть, кто-то носки вяжет, кто-то снежинки, кто-то салфетки. Интересно, чем мы, рукодельницы, занимаемся. Так. Также вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 2. Вот эти нитки полностью акрил. Эти с шерстью, эти уже с акрилом. Вот немножечко цепляются. 4, 5, 6. Затягиваем колечко потуже, чтобы не было отверстия. И соединяем в первый столбик соединительной петлей. Ну, вечером придете также, присоединитесь, Марина, на работе. Я представляю, как хочется домой поскорее вернуться, чтобы за крючок взяться. Так, первый ряд готов. Еще немножечко подтяну. 6 столбиков. Далее воздушная петля. И начиная со следующего столбика вяжем в каждый столбик прибавочки по 2 столбика. 3, 4. Варежки. Вот я тоже все собираюсь варежки вязать, но пока руки не доходят. Сейчас на носках я сижу плотненько, вяжу носки целыми днями. Сделаю видео специально, если вам интересно, пишите обзор своих работ. Сколько носков я уже понавязала. Покажу потом поподробнее. Так. 9, 10 и 11, 12. Меня прям носки захватили в последнее время, но об этом расскажу подробнее в своем видео.
Соединили. Второй ряд готов. Воздушная петля. Покажу носочки обязательно. Так, первый столбик. Я уже третий ряд вяжу. Личико. Прибавочка. Один столбик. Этот кружок вяжется аналогично, как и затылочек вязали. Так, вот уже сбиваюсь, конечно, отвлекаюсь, но что-нибудь получится. Может быть, кривой будет ангелочек, но это, я думаю, ничего страшного. Наоборот, он еще будет красивее. Это будет как будто бы ребеночек вязал. Особо не пересчитываю. Так, уже поехала на глазок. Так, один, прибавка. Сейчас все-таки пересчитаю. Может быть, придется что-нибудь подмахлевать. Сейчас надо, чтобы все-таки столбиков было 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно, видите, опыт не пропьешь. Уже на автомате, наверное. Так, соединили. Третий ряд готов. Вяжем четвертый ряд. Делаем прибавки через 2 столбика. Вот маркер все-таки я повешу, потому что точно могу заговориться и промахнуться. Так, делаем прибавки через 2 столбика в 4-м ряду. Сейчас постараюсь побыстрее, также, чтобы не занимать много времени. Я знаю, сейчас все перед праздниками заняты. Наводим чистоту, порядок в домах своих. Перышки чистим, делаем генеральные уборки. Сейчас времени, конечно, у нас ограничено на вязание, поэтому нужно все успевать. Ну вот, тоже кто-то вяжет, так Ирина вяжет уже 3-ю пару. Я тоже спицами вяжу носки. Да, носки, если начнешь вязать, это дело такое, тяжело остановиться. И столько в планах. И расскажу про пряжу, какую я купила, и какие запасы я на носки приготовила, интересную пряжу. Ну, эти носочки будут у меня на подарки на Новый год. Уже всем родственникам и друзьям, я думаю, хватит. Так, довязала 4-й ряд. Соединяем. Воздушная петля. И последний 5-й ряд также вяжем прибавки через 3 столбика. Видите, маркер не приготовила, приходится скрепочкой. Забыла про него, что нужно сразу его здесь в материалы, которые понадобится, приложить. Так, прибавка. 3 столбика. Прибавка. Я сегодня еще сделала маленькое видео про носочки, там шортс называется. Там на 30 секунд. Вяжу носки сама, любуюсь на них. Не могу глаз оторвать. По каким мастер-классам вяжу носки, также расскажу в своих видео. Где я их беру. Сама, конечно, придумывать я еще не могу. Вяжу по платным мастер-классам. Так. И последний раппорт. 3 столбика. Кто-нибудь вяжет со мной сейчас, ангелочка? Напишите в комментариях. Все, готово. И соединяем. Ниточку не отрезаем. Так, вот 5-й ряд готов.
Сейчас сразу мы вышьем глазки. Вот такие у нас глазки будут. Вот где у нас закончился ряд, это у нас будет вниз к шейке. Так, узелочек. Берем просто обыкновенную катушечную ниточку. Если есть мулине, можно мулине. Но у нас все идет по пути наименьшего сопротивления. И вышиваем глазки. Такие галочки, которые уголочек вниз. Можно узелочки вышить, если вы хотите. Чтобы глазки были как бусинки. Можно бусинки пришить, бисеринки. Вот посмотрите, какие у меня смешные тут. Вот это почему-то у меня на поросеночек. Может быть, надо было пошире глазки. Запись, конечно, будет. Можете и позже посмотреть, Оксана. Надо было глазки, наверное, пошире пришить. Тогда он был бы... А так какой-то потешный прям получился. Так. Все. Второй глазик сейчас быстренько вышьем. Так, чисто обозначили глазки. Вот такие. Все, делаем закрепочку. С обратной стороны. Может быть, поярче. Так, я еще не разобралась, как комментарии читать. Комментарий как-то быстро пролетает, и я не успела. Так, глазик хочу немножечко пошире сделать, а то он какой-то поменьше размером получился. Так. Угу. Ну, тогда еще раз повторю, чтобы были глазки двойные. Одинаковые. Ниточка тоненькая, если бы было мулине, они были бы поярче сразу. Ой, еще и узелочек сюда вылез, у меня сейчас я его отрежу. Вот что, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Не буду торопиться, наверное. Так, все, закрепляю. Этот узелок я сейчас отрежу. Выскочил негодяй. Все, готово. Так, и теперь нам нужно соединить две детали между собой. Вот, складываем изнаночными сторонами внутрь. Хвостики также вовнутрь прячем. Так. И обвязываем по кругу столбиками без накида. Вот в каждый столбик аккуратненько. Два. Нужно оставить отверстие, не забыть, чтобы через него наполнить холофайбером. Так, если промахнусь в какой-то столбик не в тот, вставлю крючок, ничего страшного тут. Примерно, приблизительно. Так, в этот столбик, да, правильно. Даже если ниточки будут отличаться по толщине друг от друга, ничего страшного. Примерно, чтобы... А потом все вот замаскируется, снивелируется. Если один кружочек больше другого, также стянется, сожмется или наоборот растянется.
Ничего страшного. Платье я, наверное, буду вязать сегодня красным цветом. Посмотрите, какая красивая ниточка с блеском. Ну, какие есть нитки, такие мы и вяжем. Используем все остатки в дело, чтобы ничего у нас не пропадало, не оставалось. Тем более эти нитки акриловые, их особо никуда там на носки, никуда они не пригодятся. А именно вот в такие изделия, домашний декор, они в самый раз. Легкие, хорошо стираются. Так, сейчас немножечко холофайбера сразу. Вот чуть-чуть, буквально вот щепотку, не надо слишком сильно набивать. Так, хвостики туда всовываем. Так. Он такой пружинистый. Мне прям нравится именно. Но если нет холофайбера, можно ваты какой-то кусочек засунуть. Просто синтепончик. У кого что есть под рукой. Можно нитки те же, какие-то обрезки туда напихать. Так, и продолжаем дальше соединять две детали между собой. Очень такое занимательное занятие. Можно какой-то фильм любимый смотреть и вязать таких ангелочков. Можно таких ангелов вязать с детьми. Как видите, очень просто все. Достаточно знать, как провязывать столбик без накида. Ну, естественно, воздушные петли какие-то. Сейчас будем вязать прическу. Там понадобится цепочка из воздушных петель. Но это азы вязания. И вот самые с девочками, с дочками вязать такие, с внучками. Такие игрушечки, вместе время проводить. Так, все, соединяем и отрезаем. Хвостик этот не надо прятать. Потом, когда будем пришивать к платью голову, просто вставим его и уже все. Видите, голова готова. С этой стороны у нас волосики, как будто имитация коричневая. Давайте, наверное, дальше свяжем волосы. Это более такое интересное занятие. Так, беру опять бежевые нитки. Как вяжем волосики. Вначале одну косичку, челочку, челочку и вторую косичку вяжем. Все одной деталью, чтобы поменьше у нас хвостиков было. И так быстрее. Итак, делаем начальную петлю. Так, голову пока отложим. Скрепка нам больше не нужна, маркер, который. Так, и набираем цепочку из 15 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот такая косичка у нас будет. Накид. И теперь во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика с накидом. Первый. Так, давайте мы здесь, что я уж не помню, я тут делала-то столбики без накидов. Давайте во вторую петлю от крючка сделаем 2 столбика без накида, а то слишком тяжелые косы будут. И в каждую воздушную петлю по столбику, по 2 столбика без накида. В каждую петлю прибавочки у нас. Так, это уже 4-я прибавка. Видите, как косичка уже скручивается, и она потом будет вот так спиралькой завиваться. Сделаем 10 прибавочек.
Значит, вяжем 20 столбиков. По 2 столбика в 10 воздушных петель. Так, я тут уже, наверное, сбилась, но ничего страшного. Сейчас дойду до края. Наверное, 4 уже прибавки сделала. Сейчас все тут по ходу работы. Так, 5-я прибавка. 6-я. Если они сразу не завиваются, потом закрутят. Они со временем сами закрутятся. Так что у нас будут кудрявые такие кудряшки, ангелочки. 7-я прибавка. 8-я. Я их связала уже дня 3 назад, поэтому уже что-то, наверное, и забыла. Буду заново вспоминать. 9-я и 10-я прибавочка. Вот, 20 столбиков провязали. И в последние 2 петли просто по одному столбику. Здесь без прибавочек. Вот так. Далее 8 воздушных. Вяжем уже челочку. Вот эту. Можно вот хвостик перекинуть. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ольга пишет, нравится, времени нет. Ну, конечно, кто-то на работе сейчас, я понимаю, да. А мне, наоборот, удобнее днем, потому что вечером уже собирается семья. И пока в тишине вот решила выйти в прямой эфир. Так, вяжем во вторую петлю от крючка столбик без накида. 8 воздушных набрали. Провязали столбик без накида, в следующую столбик без накида. Далее в следующие 3 петли. Добрый день, Татьяна. Так, про оплату потом сейчас. Не могу ничего сказать. Так, столбик с накидом. У меня комментарий появляется на экране и быстро исчезает. Я пока еще не выяснила, как читать комментарии. Так, сейчас посмотрю. Так. Первый столбик с накидом, следующий второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом в следующую петлю. И в оставшиеся 2 воздушные по цепочке вяжем по одному столбику без накида. Итого мы, сейчас еще раз повторю, 8 воздушных петель, 2 столбика без накида, 3 столбика с накидом, 2 столбика без накида. Разворачиваем. И теперь вяжем. Первый столбик пропускаем, во второй соединяем соединительной петлей. Далее 3 столбика без накида. И 2 соединительных столбика. В последние 2 столбика. Вот так. Вот первая челочка у нас готова. Вот такая половинка. И аналогично первой провязываем вторую. Вот как раз сейчас мы и закрепим 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую петлю от крючка столбик без накида. В третью петлю столбик без накида. Нитки вот немножко рассваиваются. Накид. В следующие 3 петли по столбику с накидом, чтобы наша челочка была такая выпуклая, имела форму. И в последние 2 петли по столбику без накида. Разворачиваем. Во второй столбик соединяем.
Далее 3 столбика без накида. Я не знаю, в трансляции потом можно будет скорость изменить побыстрее или помедленнее, даже еще пока и не знаю. И в следующие 2 столбика. Здравствуйте, Елена. Конечно, я постараюсь сохранить эфир, если ничего не собьется. Так, соединяем 2 соединительных петли. Так, вот вторая челочка готова. И вяжем вторую косичку. Также набираем 15 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И начиная со второй петли от крючка вяжем по 2 столбика. Без накида. Делаем прибавки в каждую петлю. Делаем 10 прибавочек. Нет, не 10, а 12, наверное, мы с вами решили. Как на первой косичке. А в последние 2 воздушные петли по 1 столбику. Я тут решила выйти в прямой эфир. Все равно сижу этих ангелочков на заказ. И вот чтобы время не терять, решила с вами как раз и пообщаться. Но, как видите, я сижу, бормочу сама одна. Так что общение. Еще не научилась комментарии быстро читать, что вы мне пишете. Все приходит с опытом. Надо чаще, наверное, в прямой эфир выходить. Так, не знаю, сколько прибавок сделала. Все, 2 столбика по 1 делаю. Ну, вот сюда куда-то в серединку просто сейчас соединю между косичкой и челочкой. Все. Оставляем кончик подлиннее. Вытягиваем ниточку. И давайте сразу сейчас пришьем парик к голове. Вот у меня такая иголочка с большим ушком. Главное пришить ровненько, не на бок куда-нибудь. Да я вот тоже крючком не так давно вяжу. Даже не знаю, сейчас вяжу носки спицами, и теперь не пойму, что мне больше нравится, крючком или спицами вязать. Вот пишите в комментариях. Так, еще и не попаду. Чем вам больше нравится вязать? Есть и у спиц свой плюс, и у крючка свой плюс. Так. Сейчас новая голова, новая челка, прическа. Вот, смотрите как. Главное, чтобы посередине было у нас. А то сейчас я один раз на бок решила. Точно как это Пеппи длинный чулок получился. Так, и стежками пришиваем. Чем удобнее крючком вязать, чем спицами. У меня всегда, когда вяжу спицами, боюсь, что спица вылетит из вязания, и я не смогу собрать петли. И придется все изделие перевязывать. Это у меня самый большой страх. Особенно, когда в носки вяжешь, 5 спиц, какую-то вытащишь там нечаянно. Все, петли я уже не смогу собрать, потому что там какие-то накиды, скрещенные петли. Это заново носок перевязывать. У меня пока так. Может быть, конечно, опыта маловато. Вот так крючком спустил петлю, ну быстренько перевязал. Вот насчет этого крючком вязать мне вот больше нравится. С собой в дорогу куда-то взять, конечно, крючком это намного все удобнее. Клубочек и маленький крючок, легенький. Ну, конечно, плечевые изделия крючком так не свяжешь. Маленькие изделия. Спицами, конечно, больше возможностей вязать. Ну, хотя, если хорошо крючком выводить, тоже можно. Так, все, волосы пришила.
Вот этот хвостик можно отрезать. Ну, нет, наверное, еще все-таки его... Тут у меня какая-то лысина появилась. Может, надо будет сюда пришивать. Но ничего страшного. Так. Все, хвостик прячем вовнутрь. Вот такая голова готова. Так, далее, что мы вяжем с вами? Ну, давайте платье. Крылышки свяжем в конце. Посмотрите, какие красивые нитки. Не знаю, на камере видно, что они с люрексом. Так, вяжем платье. Также очень просто все. Делаем начальную петлю. Нам нужно связать также 2 детали, вот 2 трапеции. Можно вышить вот такую снежинку. И потом соединяем между собой также столбиками. Но я буду соединять столбиками соединительными. Можно и столбиками. Добрый день. Да, Елена, будет запись. Обязательно, если ничего не собьется. Вдруг что-нибудь тут не так нажму. Так, набираем 12 воздушных. Вяжем платье сейчас. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида и в каждую петлю по столбику без накида. Итого у нас получится 12 столбиков. Так, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, не 12, а 11. Мы же во вторую петлю провязываем. 6, 7, 8, 9, 10 и в начальную петлю 11. Что-то я тут не так, но все, 11 столбиков у нас. Может быть, лишний провязала, отвлеклась. Ну-ка, сейчас пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все правильно, 11. Ну, что-то я не так. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Может, 12 провязала. Наверное, 12. Сейчас я распущу вот этот, да. Вот так. Далее 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и начиная с первого столбика, вот сейчас как раз я и пересчитаю. Также 11 столбиков провязываем. Второй ряд вяжем 1, 2, может быть, что-то пропустила. Как-то мне сейчас темно, я плохо вижу. 3, 4, на улице пасмурно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сюда 11 провяжу. 11. Все, 11. Второй ряд у нас готов. И также вяжем 3 и 4 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем. И начиная с первого столбика вяжем также в каждый столбик по столбику. 2. Лучше пересчитывать, конечно. 3, 4. Ну, если что-то криво-косо будет, ничего страшного. 5. У нас все-таки ручная работа. 6, 7, 8. Мне кажется, вот такие игрушечки лучше вязать с детьми. Не то, что лучше, а вот
самое то. 10, 11. Детям интересно и вроде быстро вязать маленькое изделие. И вот с чего-то надо им начинать вязать. Так, воздушная петля и вяжем 4-й ряд. Также 11 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. Приближается самый любимый наш праздник. Мне кажется, к Новому году мы вяжем больше всего всяких поделок, таких изделий. Все, 4 ряда провязали. Вяжем 5-й ряд, воздушная петля. И теперь, начиная с первого столбика, делаем убавочку. Вытянули ниточку. И во второй столбик вставляем крючок, вытянули ниточку. Закрываем. Первая убавочка. В следующие 7 столбиков по одному. Нам нужно, чтобы трапеция уже получалась. По бокам делаем скосы. 4, 5, 6, 7. И снова убавочка. Вытянули. И в последний столбик вытянули. Все. 5-й ряд у нас готов. И теперь 3 ряда вяжем по 9 столбиков. Вяжем 6-й ряд, воздушная петля подъема. И начиная с первого столбика, вот в убавочку, прям в вершину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6-й ряд провязали, воздушная петля подъема, разворачиваем, вяжем 8-й ряд. Также начиная с первого столбика вяжем 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Воздушная петля подъема, разворачиваем и вяжем 8-й ряд. Также 9 столбиков без накида. 5, 6, 7, 8, 9. Все, 8 рядов провязали. И теперь в 9-м ряду также делаем 2 убавочки по бокам. Воздушная петля подъема, разворачиваем, вытянули нитку, в первый столбик вставили крючок, во второй столбик вытянули 3 петли, закрываем. Вот такая убавочка. И в следующие 5 столбиков по одному столбику. 2, 3. Кто-то присоединился. Я вижу, что это не из России. Может быть, из Турции. Плохо, что я не умею говорить на турецком, а то бы спросила. Из какой страны, чтобы написали. Так, провязали. 9-й ряд у нас готов. И далее вяжем 10-й, 11-й ряд по 7 столбиков. Также воздушную петлю подъема и вяжем по 7 столбиков 3 ряда. 1, 2, 3, 4. Вот Крым со мной. Очень приятно. 5, 6, 7. Я живу в Воронеже, если кто не знает еще. Столица Черноземья. Так, воздушная петля. Теперь 11-й ряд. 2, 3, 4, 5. Пишите в комментариях, в каких вы городах живете, откуда меня смотрите. Спасибо, Надежда, хороший урок. Ну как урок? Я тут не то что учу, просто сама... О, из Израиля смотрит Светлана. И последний ряд воздушная петля подъема. И также 7 столбиков.
Я не то что учу, а просто вяжу и делюсь с вами. Так, 7 столбиков. Последний ряд, 12. Ижевск с нами. Видите, как география какая, вязальщица у нас широкая. Так, все. Делаем закрепку, отрезаем. Здесь можно короткий хвостик. Вот, первая половинка платья готова. Сейчас аналогично этой детали нам нужно связать и вторую. Из Франции, Казахстан. О, девчонки, откуда у нас? Спасибо за видео, спасибо, что смотрите. Так, воздушная петля. И набираем 12 воздушных. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Как яркие, красиво смотрятся ангелочки. Но это еще без крыльев у меня. Можно и в таких спокойных оттенках. Вот. Это уже как кому больше нравится. Любым цветом. У кого какая елочка. Розовые, сиреневые, фиолетовые. Набрали 12 и вяжем первый ряд. Также начиная со второй петли от крючка. Первый столбик. И еще 10 столбиков. 11 столбиков. 2. Я тут что-то напортачила в начале. Ну, вроде бы исправилась. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 и 11. Все пересчитала, все точно. А то для подъема разворачиваем и начиная с первого столбика также провязываем в каждый столбик по одному столбику. 11 столбиков. И во втором ряду у нас 3, 4. Наталья, спасибо вам, что смотрите. 5, 6. Да, любовь к крючку, конечно, у нас уже у всех тут прожить. 8. Вяжем. И сейчас вязание, Наташа, какого-то увлечения. Ты ряд и вяжу. 5, 3, 4, 6. Люрекс 7, 6. Люрекс 7, 8, 9. Рассваивается, и поэтому тут какие-то петли. Но сейчас все спрячется. Так, видите, как он. Так, воздушная петля. Вяжу 7 ряд. Также 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще хочу спросить, какие вам ангелочки нравятся больше? Вот такие объемные, цветные или вот такие плоские, нежные? Пишите также в комментариях. Так, воздушная петля и вяжем последний 8 ряд без прибавок. Так, вот также 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В этом году что-то я... Так, не понимаю, видно мне или... Ну, сейчас пока повтор идет детальки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, видно меня, слышно?
Так, наверное, уже прекратилась моя трансляция. Не понимаю я что-то, что тут произошло. Напишите, пожалуйста, видно меня, слышно? Так. Я тут еще не понимаю особо, что нажимать. Видно меня, слышно? Еще раз, пожалуйста, напишите. Кто-то написал, какую я тут ерунду вижу. Ну, понятно, что ерунду. Это легкое изделие. Кому-то это ерунда, кому-то нравятся именно такие вязать вещи. Поэтому тут уже на любителя, на вкус и цвет. Напишите, пожалуйста, видно, слышно меня? Так, все, связали вторую деталь. Идет трансляция, не идет, я так и не поняла. Так, видно и слышно. Все хорошо. Угу. Спасибо. И теперь хочу сразу вышить снежинку, пока это удобно делать. Вот я делаю в уголочке, в нижнем. Можно и посередине, это кому как больше нравится. Просто несколько стежков. Кто-то меня поругал, что я вышла, видите, с таким изделием, с ангелочком. Ну, все люди разные, кому что нравится. Иногда хочется и от салфеток отдохнуть. Что-то попроще хочется связать. Не все же нам что-то вязать такое серьезное и трудное. Хочется иногда и похулиганить. Так, все, закрепили. И также соединяем сейчас между собой две детальки. Хвостик прячем вовнутрь. Можно просто соединительными стежками. Можно иголкой сшить. Мне кажется, крючком даже быстрее будет. Так, я не поняла, прерванная трансляция получилась или не прерванная? Напишите, пожалуйста, идет трансляция или нет. Может быть, интернет что соскочил. Так. Я же не могу в прямом эфире вязать какую-то салфетку. Это надо каждый ряд выходить отдельно в эфир. Я даже не знаю. Ну, если вам не интересно смотреть прямой эфир, то, конечно. В прямом эфире только какое-то маленькое изделие можно связать, а салфетку уже так не получится. Или выходить с каждым рядом в прямой эфир и вязать салфетку 35 дней. Каждый день по ряду. Если салфетка из 35 рядов состоит. Это мне надо начало ряда показать в прямом эфире. Дать задание, вяжем самостоятельно и потом встречаемся на следующий день. А так не получится салфетку вязать
Да, чат не пишет. Я почему-то вопросы задаю, никто не отвечает. Наверное, трансляция моя прервалась. Вот не пойму что-то я. Люди, отвечайте, пожалуйста, дорогие мои мастерицы. Я же не могу так же в пустоту говорить. Так, все, синтепончиком набили. Наверное, меня никто не видит и не слышит. Я тут сама с собой сижу, бубню. Ну ладно, значит так, буду опыта набираться, проводить прямые эфиры. Жалко, конечно, если прервался эфир, но ничего страшного, век живи, век учись. Ничего не прервалось, ну хорошо, вы хоть меня успокоили, а то не понимаю я, что тут у меня происходит. Все, платье готово. Также оставляем хвостик подлиннее. Вот так, синтепон я уже туда, холофайбер, набила. И сейчас будем пришивать платье, туловище к голове. Все нормально, ну, спасибо, Ирина, а то непонятно, вообще идет трансляция, не идет. Так, спасибо большое, хоть вы меня успокоили. А то тут прям заволновалась уже. Так, все, этот хвостик также можно отрезать. Слишком длинный он тут не нужен. Так, вставляем вот так голову, смотрим, чтобы ровненько, и аккуратно пришиваем. Конечно, с такой игрушечкой справится и ребенок. Это и понятно. Я ей сразу сказала, что даже начинающий вязальщик с такой справится с работой. Кто-то мне сегодня в комментариях с утра проснулась, прочитала: вы, наверное, не спите и вяжете, ваши руки не спят как-то. Вот так мне написали. Я говорю, да руки, конечно, у меня ночью спят, а вот голова точно не спит. Все равно во сне какие-то. Страшилка, значит, страшилка. Значит, будем из страшилок вязать. Ну, Хэллоуин, значит, будем использовать их. Раз страшилка. Видите? Кому-то страшилка, кому-то милашки. Кому как. Люди все разные, кому-то страшилки. Спасибо, видно, все хорошо. Ну, хорошо, что видно. Не, ну страшилки можно не вязать, страшилки можно каких-то красавиц связать, это уже кому что больше нравится. Кому-то и страшилки такие нравятся. Страшные. Ну, зато интересно их вязать просто, быстро. Так, с этой стороны пришила. Видите, кому-то страшно. А кому-то страшно интересно. Кому-то смешно. Ну, пусть как будет, кому как. Кому-то весело, кому-то страшно. Ну, не могу. А мне кажется, они такие потешные, забавные какие-то. Ну, наверное, и страшные. Ой. Мне тоже кажется милыми. Мне кажется, такие вот, как брелочки использовать. Какие-то они потешные, эти ангелочки. Ой, вообще. Так, и последний стежок сейчас вот пришью. Так, вот закрепочку делаем, чтобы все надежно. И прячем хвостик вовнутрь. Все, платье пришили к голове. Вот что у нас с вами было. Наверное, правда страшно. Я не знаю даже. Косички вот такие. Страшилки, значит, страшилки. Красавица, смотря как. Посмотреть, каким взглядом, правда. Вот так. И нам осталось связать крылья. Вот на этом я вязала 2 крылышка отдельно.
Так, наверное, даже и удобнее вязать. Видно хорошо, хорошо, что хорошо видно. Спасибо, что написали, Татьяна. А на этом ангелочке я связала одно сплошное. Но мне кажется, вот такие вязать проще. Давайте, наверное, два одинаковых свяжем. Так, по крайней мере, вдруг трансляция опять накроется, хотя бы успеем связать одно крылышко. Итак, сейчас найду описание, как его вязать. Так. Может быть, у меня интернет в комнате пропал, и поэтому трансляция подвисает немножко. Перевожу. Три в одном. И видео снимаю, и вяжу, и еще и переводом занимаюсь. Начиная со второй петли от крючка провязываем 5 столбиков без накида. Первый, в следующий второй, в следующую петлю третий столбик без накида, далее четвертый и пятый. Провязали. Накид. В следующие 4 петли по столбику с накидом. 1, 2, в следующую петлю третий столбик с накидом, четвертый. И в последние 2 петли по одному столбику без накида. Вот первый ряд у нас готов. Далее одна воздушная петля подъема, разворачиваем и провязываем, начиная с первого столбика, 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, это второй ряд, 7, 8, 9. Вот так. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем, вяжем третий ряд. Начиная с первого столбика 3 столбика без накида, первый, второй, третий, по одному столбику вяжем. В следующие 4 столбика по столбику с накидом. Так, провязали. И в последние 2 по столбику без накида. Так. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. Вот что пока получается. Воздушная петля подъема, разворачиваем и провязываем 7 столбиков без накида. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Так, воздушная петля подъема, разворачиваем и вяжем в первый столбик столбик без накида, в следующие 4 по столбику с накидом, и в последние 2 по столбику без накида.
Такое крылышко у нас с вами получается. Все, делаем закрепку и отрезаем. Такое крылышко. Посмотрите, какая красота. И аналогично этому крылышку нам нужно связать и второе. Потом вот так... Ой, надо было хвостик, наверное, подлиннее оставить. Ну ладно, я другой ниточкой пришью от второго крылышка. Давайте еще раз повторим и вместе свяжем второе крылышко. Итак, делаем начальную петлю. Мы с вами полностью сегодня ангелочка вместе свяжем, если, конечно, ничего не сорвется, трансляция моя. Набираем 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали во вторую петлю от крючка первый столбик без накида, в следующую петлю второй, в следующую третий, четвертый, пятый, накид, следующие 4 столбика по столбику с накидом. 1, 2, 3, 4. Интересно, вот вы сейчас смотрите мое вязание, чем вы сейчас занимаетесь? Может быть, кто-то чай пьет с печеньками. Сейчас тоже повяжу и пойду чай пить с печеньями. Мне вчера муж такие купил пирожные вкусные, картошка. Я прям сейчас сижу и прям думаю, как сейчас пойду чайка я бабахну. Так, первый ряд у нас готов. Последние 2 столбика по столбику без накида. Вяжем второй ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем. И в следующие 9 столбиков, начиная с первого, провязываем по столбику без накида. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Ой, вареники. Вареники 100 лет не делала. Надежда, все, вы мне идею подали. Нужно сделать вареники. Или маме своей заказать. По крайней мере, мама точно сделает. Так, второй ряд готов. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема. Вяжем 3 столбика без накида. Далее 4 столбика. Вареники это хорошо. 4 столбика с накидом. Уже не помню, когда последний раз их делала, вообще не помню, и ела не помню, когда. Вот пельмени еще как-то мы делаем, а вот вареники уже. И 2 столбика без накида. Третий ряд готов. Воздушная петля подъема, разворачиваем. И в следующие 7 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля подъема, разворачиваем и вяжем последний 5 ряд. Столбик без накида 1, далее 4 столбика с накидом. Постельное белье шить. Вот я всю машинку собираюсь доставать, но мне вот нужно достать и сразу всего много понашить. Ангелочки нравится, спасибо, что пишете такие отзывы. И вот тоже собираюсь, сын штаны заказал, сшить ему брюки, вот купила вельвет, но никак пока не соберусь, вот тоже буду скоро шить, вот обещала к Новому году ему сшить, ну ждет, спасибо, ждет меня, не торопит, буду скоро шить брюки сыну. Так, все, делаем закрепку, оставляем хвостик подлиннее,
чтобы им пришить 2 крылышка. Все. Вот эти хвостики сразу сейчас я вот вплету их. Сейчас нам осталось только пришить крылья и сделать подвесочку. И наши ангелочки будут готовы. Так, ладно, возьму потом крючок потоньше, спрячу. Так. Вставляем ниточку в иголку. Пальчики какие-то не такие уже ловкие. Так, и вот так сейчас нам нужно пришить 2 крылышка. Хвостик спрячем сразу. Котиков кормит кто-то. Божечки-то мои. Господи, ну давайте, давайте. Это важно. Сейчас тоже кошки ждать не будут. Можно для котиков что-то связать, какие-то шапочки тоже крючком, я знаю, многие вяжут мастерицы для фотосессий. У меня много фотографий сохраненных, красивые там идеи, шапочки для котиков. Так это прикольно смотрится. Вы там не вязали ничего для своих питомцев? Напишите в комментариях. У меня нету ни котиков, ни собачек. Были попугайчики. Сейчас они у дочки попугайчики живут. Так, вот первое крылышко пришили. Хвостики потом спрячу, чтобы не занимать время. Так, и сейчас пришьем сразу и второе крылышко. Можно на расстоянии, пошире, повыше. Можно присобрать их бантиком. Уже кому как больше нравится. Тут фантазии есть где разгуляться. Я как Юлий Цезарь сегодня и шью, и говорю. Петли, не знаю, считаю, может быть, что-то неправильно. Но, как видите, все получается. Может быть, где-то не довязала столбик, перевязала. Ну, тут процесс кипит. Ой, не могу. Так. Вроде бы маленький ангелочек, а вязать, как видите, вот мы уже сидим вместе с вами в эфире почти 80 минут. Время тоже на них требуется. Так, все, хвостик прячем. Так. Все, отрежу хвосты сразу. Думаю, никуда они не денутся. Не буду я ничего их прятать. Никто, я думаю, не будет подсматривать. Так, ну ладно. Подлиннее потом все-таки я спрячу его. Так, вот такие крылышки у нас. И нам осталось сделать подвесочку. Также использую серебристую нить. Так. Так, ну вот такой длины хватит. Все, завязываем узелок, чтобы было удобно вешать на елочку. Ну вот, все, наш ангелочек готов. Посмотрите, что мы с вами связали. Вот, как видите, вязать просто, но не так уж и быстро получается. Но я, конечно, больше отвлекалась. Так, вот этот хвостик тоже сейчас я припрячу иголочкой, крючком. На самом деле, конечно, его вязать быстрее. Шапочка помешает, значит, не надо кошечек мучить и шапочек на них навязывать. Раз они мышек ловят, пусть они занимаются своим делом, а мы будем своим. Так, ну все. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх.
Жду сейчас ваших пальчиков в комментариях. Не поленитесь, поставьте. Снежинки. Да, снежинки, конечно, это наше любимое занятие вязать. Поставьте пальчик в комментариях сейчас, чтобы я видела обратную связь, кто меня смотрит. Спасибо вам большое, что смотрели вместе со мной, вязали. Надеюсь, кто сейчас не связал, свяжет позже. Постараюсь сохранить эту трансляцию, если получится. Надо мне еще тут понять, как это сделать. Ну все, всего доброго вам, с наступающими праздниками. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Ну, для этих ангелочков даже не обязательно и ровных. До новых встреч. Пробую отключаться и сохранять трансляцию. Так, еще бы разобрать, как это сделать. Угу. Все, увидела. Всего доброго всем. Спасибо вам. Спасибо всем большое за пальчики ваши. Всего доброго.